Добрый вечер. Друзья мои, сегодняшняя тема касается каждого живущего на планете. Эта тема очень серьезная, она очень остро стоит сейчас в наше время. И я считаю, что каждому человеку нужно разобраться в этой тематике и воспользоваться знаниями, которые сегодня вам будут дадены, рекомендации, которые вам сегодня будут дадены, и применить это в своей жизни. И сделаете вы это не для меня, вы сделаете это для себя, для того, чтобы пройти процесс жизни, в котором вы все оказались, в котором вы выбрали, желая выбрать, родиться в это новое время. Итак, квантовый переход. Что мы имеем в данный момент? Первые его результаты. Десять лет назад я говорила человечеству о том, что придет мир, придет время, и очень скоро оно придет, где слепые будут вести за собой слепых, потому как зрячих никого не слушает. Никто никого не слушает, никто не понимает и не осознает того, что происходит. Сейчас, в данный момент, планета оказалась в безумном состоянии жизни. И практически каждый день к нам обращаются люди с очень серьезными психическими проблемами, с очень серьезными психоэмоциональными разрушительными состояниями. Действительно, мир стал безумный. И только единицы людей могут понять, осознать и научиться управлять собой, дабы самим не стать такими же безумными. 10 лет назад я говорила о том, что человечеству нужно приготовиться к этому новому состоянию жизни, к этому новому времени. Необходимо было 10 лет назад заняться своим развитием. Многие люди слушали меня и абсолютно несерьезно к этому отнеслись. И теперь эти люди обращаются опять ко мне снова, но обращаются уже по другому вопросу. Обращаются уже с бедой своей, которая пришла в их семьи, в их дома. 10 лет назад я об этом говорила. Я предупреждала, что это будет. Но люди мне не поверили. И вот сейчас мы имеем первые результаты всего того, что произошло. И что же произошло? Планета и мир, в котором вы живете, перешли жить в другое измерение, можно сказать, на тот свет, четвертое измерение жизни. Это, в свою очередь, изменило не только пространство, в котором вы живете, но изменило даже органику этой планеты и даже человеческие тела. Начал меняться даже организм человека. Начали меняться его биохимические реакции. Изменилось все. Добавилась еще одна единица измерения – это время, которое мгновенно создает каждому все то, кем он является, все то, что думает каждый из нас и что чувствует. Но глядя на этот мир, я могу вам сказать с полной уверенностью, я думаю, каждый согласится с этим, что люди сейчас в большем случае своей жизни думают только о плохом. Люди думают, то и испытывают страхи, непонимание, агрессию, злость, ненависть, неимоверную жадность, неимоверную зависть, непонимание, воинственное настроение, то есть процесс разрушения. И именно этот процесс разрушения создал уже первые разрушительные процессы в их жизни. Многие люди не выдерживают этого и просто сходят с ума. Они не могут объяснить этого душераздирающего состояния, но и не могут в этом жить. Они жалуются на то, что их душа, их сознание, их разум больше не выдерживает этого напряжения. И многие люди даже думают о том, чтобы завершить жизнь самоубийством. Вот до чего дошла планета. Но если бы 10 лет назад
человечество услышало и начало процесс развития и подготовило бы себя сейчас к этой новой эпохе, многих бы можно было бы спасти. Многие бы люди перешли этот процесс спокойно, с пониманием, с осознанностью и принятием нового времени, новой эпохи, нового уровня развития. Все ученые всего мира, объединившись, твердят одно – мир изменился. Изменились частицы, размеры частиц, из которых состоит этот мир. Медики твердят о том, что препараты перестали работать, таблетки, препараты, которые раньше лечили людей, перестали работать. Многие люди говорят о том, что психиатрические больницы сейчас просто переполнены. Некоторые из людей, которые не выдерживают больше этого эмоционального напряжения, напряжения психики, начинают просто пить. Другие становятся наркоманами. Третьи просто сходят с ума и хотят закончить жизнь самоубийством. Вот что происходит. Почему я так убедительно об этом говорю? Да я сталкиваюсь с этим каждый день своей жизни. Эти люди обращаются к нам, они обращаются ко мне с просьбой спасти и помочь. Но, как я вам уже говорила, есть точки невозврата. И уже теперь не всем и помочь можно. Да, есть те, кому еще можно помочь, и мы делаем все для спасения этих людей. Но есть люди, которым уже помочь невозможно. Друзья мои, квантовый переход для кого-то создал процесс новой прекрасной жизни. Процесс, где его творческие силы проявляются в полном масштабе и создают ему прекрасную реальность. Но для большинства людей этот процесс стал разрушительным, потому что их мысли, их внутреннее состояние разрушительный, и квантовый переход, усилив процесс воздействия и создания реальности, создает им в жизни и проявляет их все страхи, всю ту агрессию, которую они носят в себе, в виде ситуаций, событий, болезней и трудностей. Вот что произошло. Но это только первый этап. Да, планета перешла жить в 4-е измерение. Но конечный результат квантового перехода будет состоять в том, чтобы человечество прошло так называемый отбор, и те люди, которые смогут устоять в эту сложную переходную эпоху, сонастроятся на 5-е измерение, где научатся управлять своими мыслями, своими эмоциями, где научатся жить не разрушительные, а созидательные жизни. Именно эти люди, именно это состояние будущего и люди будущего. И сейчас очень важно правильно воспитывать наших детей, уделять огромное внимание молодым людям, которые продолжат жизнь на этой планете. Друзья мои, квантовый переход, квантовый скачок, волна света, о которой я говорила 10 лет назад, она коснулась этой планеты и уже создала новую реальность на этой планете. Многие люди заметили, что каждая мысль человека мгновенно создает реальность. Некоторые спрашивают у меня: скажите, пожалуйста, что первичнее, была моя мысль об этом или ситуация уже была сформирована? Многие люди удивляются, как это так вот быстро сейчас наши мысли приходят в жизнь. Друзья мои, сейчас участвуют в процессе создания вашей реальности, событий вашей жизни, в большей степени тонкая, так называемая эфирная энергия. Эта энергия мгновенно создает проявленное состояние, потому что частицы этой энергии, их движение намного быстрее, нежели частицы физического материального мира, в котором вы жили ранее, 3-го измерения. Частицы 4-го измерения работают и двигаются намного быстрее. Импульс энергии также сильнее. Но вы не забывайте, что 4-е измерение – это астральный план. Если бы человечество раньше, лет 20 хотя бы назад, занялось процессом эволюции и своего правильного развития, то астральный план
четвертого измерения не был бы таким сложным и тяжелым, как сейчас. Но люди этого не делали. Никто этим не занимался, никто в это особо не верил и вообще серьезно к этому не относился. И астральный план, четвертое измерение, просто кишит сущностями, существами, энергетическими существами, которые создавали сами люди. И теперь, перейдя в их пространство, в их измерение, человечества столкнулось с тем, что эти сущности, эти энергетические субстанции, так можно их назвать, они стали просто активно участвовать в процессе жизни каждого человека. В принципе, они участвуют в жизни своих хозяев, которые их создавали на протяжении своей жизни. Есть люди сейчас, которые видят этих сущностей, есть люди, которые чувствуют их, а есть люди, которые уже ощущают их влияние в своей жизни. Они так и говорят: меня что-то мучает, меня что-то раздирает, я схожу с ума от этого, мне плохо, мне больно, я не могу этого выдержать. Эти непрекращаемые мысли создают процесс разрушения, я не могу выдержать этого напряжения. Многие люди перестали спать по ночам, у многих людей просто разрушается психика. И конечным итогом работы воздействия этих сущностей является состояние человека, который становится безумным, сумасшедшим. Вот тогда эти сущности очень легко питаются своими хозяевами и уже внутренне полностью овладевают их энергетикой. Друзья мои, это действительно проблема нового времени. Если бы человечество в данный момент энергетически, духовно выросло и было готовым к этому четвертому измерению, то четвертое бы измерение жизни не приносило бы столько проблем, трудностей и сложностей. Но имеем то, что мы имеем. Имеем и пожинаем плоды своей безответственной жизни, которая в данный момент создала очень много трудностей для самих себя. Многие люди спрашивают: а вообще можно выйти с этой ситуации? Вообще, что нужно делать для того, чтобы устоять в этом новом времени? Вообще, какие есть методы спасения себя в этой сложной ситуации? Что нужно делать? С чего нужно начать? Друзья мои, сразу вам рекомендация. Начните работу над собой. Вам нужно научиться управлять своими мыслями и своими эмоциями. Ни в коем случае не допускайте эмоций и мыслей страха. Прекратите бояться. Перестаньте переживать о чем-то и за что-то. Перестаньте жадничать. Перестаньте внутренне ненавидеть, спорить. Перестаньте отстаивать какую-то свою непонятную позицию жизни. Поймите, что это все с вами делает эго, та сущность, та энергетическая субстанция, которая питается вами. Она превращает вашу жизненную энергию в энергию разрушения. Питаясь этой силой, она создает вам внутренние процессы. Ученые создали даже приборы, которые измеряют энергетику, дающую процесс разрушения. Ученые говорят о том, что мысли, разрушительные мысли человека убивают клетки и понижают иммунитет внутри человеческого организма. Раз уж ими этот процесс доказан, так что уж спорить обыкновенному человеку. Я считаю, что пришло то время, когда нужно взять ответственность за свою жизнь, а это значит отвечать за свои мысли, отвечать за свои эмоции, отвечать за свои поступки, нести ответственность. Заняться серьезным процессом развития, начать изучать себя, свою структуру, кто вы такие есть, как работают энергии внутри вас. Необходимо сейчас поднять вибрации своего организма и войти в резонанс с чистым измерением и с чистым пространством. Только в этом случае сущности, которые с вами взаимодействовали, энергетические субстанции или же
энергия разрушения перестанут с вами взаимодействовать. Но вам необходимо еще научиться держать эту высокую энергию на высоком уровне, то есть всегда быть в резонансе с высокими и чистыми вибрациями. А значит, необходимо контролировать себя ежеминутно, ежемгновенно и засыпать в правильном нужном состоянии, и жить, проживать день, и засыпать, просыпаться и засыпать также в нужном состоянии. Друзья мои, время, в котором вы живете, оно является зеркалом, проявленным зеркалом каждого живущего на этой планете. В данный момент вы, каждый из вас, имеете именно то, и каждый из вас имеете именно то состояние, ту позицию жизни, которой вы соответствуете, которая создает процессы вашего жизненного уровня развития. Займитесь собой. Если вам что-то непонятно, если вы с чем-то, может быть, не согласны, разберитесь почему. Не отстаивайте ту позицию, которую вы имеете. Всегда сумейте углубиться в любое высказывание, в любую догму. Постарайтесь во всем разобраться, постарайтесь все выучить. Это спасет вас. Не доводите себя до состояния полного разрушения. Помните, есть точка невозврата. Не создавайте эту точку невозврата в своей жизни. Спасайте себя, берегите себя. Сам космос и Вселенная вам в этом помогает. Сейчас на эту планету поступают очень высокие энергетические вибрации, которые создают даже другой процесс химической реакции внутри вашего организма. Эти вибрации создают новые процессы внутри головного мозга. У вас внутри сейчас пробуждаются те участки головного мозга, которые никогда не были задействованы. У вас сейчас в 4-й чакре, в солнечном сплетении, вилочковая железа есть там такая. Она стала очень активной сейчас и даже посылает импульсы вашему сердцу, создавая процесс нового понимания жизни. Изменился мир, изменился ваш организм. Только эго ваше держит многих из вас в этих темных сетях и не дает возможности человеку развиваться. Да, многие говорят, что эго и сущность – это одно и то же. Это одно и то же, друзья мои. И ведь эго и сущность – это одна из ваших природ, одна из ваших состояний. Вы действительно двойственны по своему внутреннему состоянию. С одной стороны, вы действительно имеете вечную силу, энергию, которую называете жизнью. Второе ваше проявление – это эгоистическое состояние, которое вы взращивали с младенческого возраста, и программы, которые были заложены вашими родителями. С этими программами вы себя больше всего отождествляете, забыв абсолютно о своей природе. Если вы сейчас в этом квантовом переходе начнете убирать на второй план свое эгоистическое «я» и активизировать состояние своей души, своего духовного, божественного уровня, и начнете жить уже с этим состоянием новым, духовным, божественным, тогда квантовый переход развернет вам настолько прекрасный процесс эволюции и жизни, что эта планета просто взлетит к новым высотам, к новым вершинам, к новым состояниям, и технологиям, и совершенству человеческого организма, и смогут победить болезни, смогут победить любые разрушения. Человечество способно на многое, потому что сила человека – это сила Создателя. И сейчас человечеству в этом квантовом переходе необходимо отождествлять себя со своей духовной природой, а не с природой своего эгоизма. Эго – это не вы. Вы – это свет. Вы – это вечность. Вы – это энергия вечной жизни. Друзья мои, тема сегодня очень серьезная.
Эта тема всегда меня, ну, я всегда думала об этой теме, потому что я работаю с людьми, и вы обращаетесь ко мне для того, чтобы я решала ваши проблемы. И вы знаете, я понимаю, что эта тема сейчас очень остро стоит в жизни каждого человека, и мне очень хочется, чтобы вы углубились и начали работу над собой. Поэтому я жду ваши вопросы, пишите ваши вопросы, нам люди и звонят, и пишут, пишите и вы сейчас свои вопросы, делитесь своим жизненным опытом. Есть много учеников, людей, которые работают, занимаются у нас. Это люди, которые также могут проверить все мною сказанное в своей жизни. И многие проверяют, и многие делятся своим жизненным опытом, как созидательным, так и не совсем созидательным. То есть каждый сейчас видит результаты тех знаний, тех возможностей, о которых мы говорим. И как важно сейчас иметь правильное внутреннее состояние, как важно именно сейчас держать себя в нужных вибрациях, как важно сейчас иметь ответственность за свою жизнь. Друзья мои, очень часто люди спрашивают, почему таблетки перестали работать. Препараты сейчас, как вы уже знаете, как и еда, как и препараты лечебные, они стали не совсем теми, которые были ранее. Но дело не только в этом. Они перестали работать в человеческом организме. Вместо созидания они создают только процесс разрушения. И медики говорят о том, что усвояемость препаратов человеческим организмом изменилась. Препараты стали отравлять организм, а не лечить организм. И многие люди к нам обращаются с вопросами, почему лекарства перестали лечить людей, и как лечиться сейчас, что вообще делать, как избавиться от заболеваний. Я вам всегда рекомендовала, рекомендую и буду рекомендовать травы. Но здесь тоже нужно быть и бдительным, и знающим, и более развитым в этом вопросе. Но могу сказать с точностью, что травы – это как раз то, что вам помогает. Я готовлюсь к вашим вопросам, пишите ваши вопросы, друзья мои. И сейчас мне хотелось бы еще обратиться к вам с просьбой, пожалуйста, конкретные вопросы пишите. И постарайтесь в этих вопросах докопаться до истины, то есть излагайте вопросы правильно, не вопросы личного характера, а вопросы, которые касаются всех, каждого. Итак, ваши вопросы. Добрый вечер. Первый вопрос от Виктора из Днепра. Каким образом будет преобразована ДНК в ходе квантового перехода? За счет того, что ДНК состоит из эфирной и плазменной энергии, ДНК каждого человека в данный момент в четвертом измерении получает намного больше энергии, нежели ранее в третьем измерении. Это и есть процесс преобразования, видоизменения. Поэтому сама природа, само состояние планеты, которое взаимодействует с космическими вибрациями, уже создают эти процессы. Но, Виктор, есть же большое «но». Какое? Многие люди в это не верят. Многие люди продолжают себя убивать продуктами питания, алкоголем, наркотиками и другими токсическими веществами, что создает процесс разрушения молекулы ДНК. В принципе, это люди, которых называют самоубийцами. Поэтому для большинства людей, а таких, к сожалению, большинство, этот процесс квантового перехода будет разрушительным. Он будет разрушать процессы внутреннее состояние организма человеческого. Не будет, оно уже есть. В данный момент это все уже есть. В данный момент это все уже происходит.
Я вам скажу большее. Мысль каждого человека стала настолько сильной, ведь мысль, она же также содержит в себе энергетическую вибрацию эфира, эфирной энергии. Это излучение, мысль каждого из вас, это волна, волна, которая вступает во взаимодействие с эфирной энергией и несет эфирную энергию. Та, в свою очередь, в четвертом эфирном состоянии жизни создает проявленное состояние, то есть событие. Ваши мысли мгновенно создают события. Хорошо, когда человек это осознает, понимает и начинает отслеживать свои мысли, думать только хорошее, перестать бояться, перестать участвовать в политических каких-то распрях и так далее, и так далее. То есть он заботится о себе. Но скажите, мой дорогой друг, разве таких сейчас много? Нет, таких немного. Но вы не забывайте еще вот о чем. Это большинство людей, масса этих людей – она-то ведь не только себя разрушает. Она же, излучая эту низкую вибрацию, вибрацию разрушения, создает процесс разрушения и для других людей. Поэтому люди уничтожают не только сами себя, но и мир вокруг себя. Конечно, вы скажете, а что же нам, духовным людям, делать? Что нам делать? Работать над собой и стараться сделать все, для того, чтобы помочь этим людям. Наша задача им помочь. Наша задача личным примером показать этим людям, как правильно жить, с чего начать, как думать, как поступать, что чувствовать. Именно мы с вами обязаны это сделать. И только в этом случае своим желанием, своим трудом, своими усилиями вы сможете защитить себя, свою семью и получить жизненное энергетическое вознаграждение. Следующий вопрос из Ровно. Марина спрашивает. Расскажите, пожалуйста, кто такие кристальные дети? Что за души в них воплощаются и как правильно их воспитывать в семье? Ну, так их назвали люди. Люди постоянно что-то такое выдумывают. Выдумать-то выдумали, а что-то такое и не знают. Друзья мои, сейчас приходят души в воплощение с 6-го измерения. Это более развитое измерение, более духовное. Существует еще 7-е измерение на этой планете, духовное измерение. Так вот, люди 6-го измерения – это люди, которые переосмыслили свою жизнь в послесмертном опыте, которые поняли, что такое жизнь, и приходят в этот мир как миссионеры. Они приходят для того, чтобы родить новую расу людей, новую цивилизацию, духовную расу людей. Это дети, это люди, у которых активные сверхвозможности и сверхспособности. Кристаллическая решетка их ДНК, она более активная. Это люди и дети, которые имеют очень много возможностей, талантов, возможностей, способностей. Ну, можно назвать необыкновенно талантливыми детьми эту новую расу, этих людей. Да, они, конечно же, больше внутренне принадлежат духовному состоянию, нежели материальному состоянию и пространству этого времени. Друзья мои, я могу сказать, что именно материальные аспекты изводят человечество сейчас на этой планете. Но вы обратите внимание, в социуме сделано все, чтобы вы были очень материально привязанными. Все сделано. Реклама, которая навязывает вам какие-то продукты питания, какие-то там вещи, чтобы вы покупали, чтобы вы были зависимыми от всего этого, чтобы вы были зависимыми от физического материального состояния.
А это, в свою очередь, просто сводит человека с ума. Имея что-то, он хочет еще чего-то. То есть это такое массовое безумие. И делается сейчас это с целью уничтожения человечества. В принципе, люди занимаются самоуничтожением. И только осознанный человек поймет, что мне не надо покупать все. Мне не надо покупать то, что мне навязывают. Мне не надо это делать. Мне главное – это внутреннее мое состояние, спокойствие, радость, гармония и наслаждение жизнью. Так вот, новая раса людей, дети кристальные, как их называют, да, дети индиго, так еще говорят на этих людей, это те дети, это те люди, которых будут меньше всего интересовать материальное состояние. Это будущая раса людей. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Дины из Винницы. Квантовый скачок убыстряет все процессы жизни. Иногда такое впечатление, что плохое в жизнях людей случается быстрее, нежели хорошее. Природа квантом перетягивает как негатив, так и позитив в равных степенях? Да, Диночка, в равных степенях. Но есть проблема. Знаете какая? Человечество почему-то больше всего чувствует негатива. Вот к негативу люди себя уже приучили. Новости негативные, события негативные, о которых они говорят. То есть они своим внутренним состоянием больше чувствуют негатива, нежели, допустим, созидательной энергии. Это первое. Второе. Вы ж не забывайте, что другие негативные люди тоже воздействуют на созидательных людей. То есть сейчас надо быть настолько сильным, настолько надо быть устойчивым, сильным и устойчивым. Так надо за собой следить, чтобы не поддаваться влиянию и воздействию этого разрушения, что действительно это, скажем, очень много требуется от человека. Бдительность требуется, понимание, осознанность, такое, знаете, вот особое отношение к себе. Нужно начать о себе заботиться и заботиться о своем внутреннем состоянии, не допускать этого разрушения, быть всегда своими мыслями, своими эмоциями в высоких вибрациях. Таким образом, как я вам уже говорила сегодня, вы вступаете в резонанс с высокими вибрациями, и тогда все ваши созидательные мысли мгновенно создают вам процесс реальности. Но вы скажете, боже мой, где же взять этих созидательных людей, если на работе разрушители, в трамвайчике разрушители, в магазин зайдешь, злые люди, тоже разрушители. То есть мир кишит разрушающими людьми. Что делать? А вместе с этими энергиями кишат и эти сущности, которые друг друга поедают. Вы знаете, эти сущности настолько умные, они, если, допустим, кто-то из моих учеников понимает это я просто вам высказываю свои наблюдения, и начинают люди работать над собой, становятся бдительными, понимают природу этого всего, контролируют свое внутреннее состояние, тогда их эти сущности, эгоистические субстанции, видя, что человек находится в правильном состоянии и видят, что уже не могут пробить эмоционально этого человека, что они делают? Они начинают воздействовать на эго других людей, с которыми этот человек больше всего взаимодействует, и те, в свою очередь, провоцируют моего ученика на агрессию, на разрушение, на какие-то разрушительные состояния. То есть они общаются друг с другом и стараются сделать все, чтобы вывести человека из себя, чтобы человек понизил свои вибрации, понизил свои состояния. Многие люди говорят, да что это мистика какая-то, что вы такое рассказываете, кто это видел, кто это чувствовал, кто это знает.
Но это говорят люди, которые еще, может быть, только начинают ощущать эти разрушительные состояния. Я могу вам с точностью сказать о том, что есть люди, которые это видят, а есть люди, которые это переживают. Их становится все больше и больше с каждым днем. Я сталкиваюсь с этими людьми. Я сталкиваюсь с их внутренними состояниями и ощущениями. И я ищу выход с этих сложных ситуаций. Если бы вы знали, что чувствуют эти люди, если бы вы знали, как им тяжело, если бы вы знали, какое раздирающее состояние у них внутри, если бы вы знали, друзья мои, это ужас, это безумие, это ад внутри человека. И вот человек в этом адском состоянии обращается и просит о помощи. Вот до такого состояния он себя довел. Таких людей очень много. Практически каждый день к нам обращаются такие люди. И все больше, больше и больше. Бывает несколько человек за один день. Это в том случае, когда я нахожусь в процессе отдыха, не веду курсы и не провожу какую-то работу. То есть я уже не говорю о том, когда я веду курсы, когда я нахожусь в каком-то городе, массово приходят люди с такими состояниями. Какая же это мистика? Какая это мистика? Это реальность. Это просто кто-то этого не видит и не сталкивается, и не знает об этом. Друзья мои, я что еще заметила вот в нынешнем состоянии жизни квантового перехода? Люди, которые занимают высокие посты, люди, которые возглавляют организации, тоже находятся в этом состоянии безумия. Они не могут справиться с собой. Они в таком состоянии, которая просто изживает их сосвету, и многие думают о том, чтобы завершить жизнь самоубийством. Вот что я наблюдаю. А многие люди даже не осознают своего безумия. Вы знаете, есть люди, которые считают себя очень умными, они занимают высокие должности, руководящие должности. И, конечно же, признаться себе в том, что ты уже практически сумасшедший человек, и ты не управляешь собой, и за тобой стоят тысячи людей, за которые ты, в принципе, отвечаешь. Конечно же, это сложно. Далеко не каждый человек себе в этом признается. В чем они могут признаться, так это в том, что они не могут больше так жить, что им очень плохо, что они потеряли себя в этой жизни. И также не каждый человек согласится и с этим. Это я вам рассказываю опыт своих последних лет жизни, с чем я сталкиваюсь. Некоторые задают мне вопрос, а как определить такого человека? Человека, который уже не владеет собой, которым овладели вот эти энергетические субстанции. Друзья мои, первое. Если вы еще здравомыслящие и понимаете это все, и понимаете, как это все работает, и вообще, что происходит на планете, включайте такое понимание и осознанность. Если человек находится в постоянных страхах или же в постоянном непонимании, в подозрительности, он стал подозрительный, он кого-то отслеживает, он не доверяет всем людям и миру всему не доверяет, он боится постоянно чего-то, он спорит и постоянно старается, находит такие спорные вопросы, поднимает. Вот в семье вы кушаете за столом, и человек ни с того ни с сего просто начинает вспоминать какие-то заковыристые ситуации, которые создают процесс разрушения и ему, и семье, которая сидит за столом. Вот это уже свидетельствует о том, что сознанием такого человека, простите, овладела вот такая вот сущность, энергетическая субстанция, которая из подсознания достает ему эти программы, вкладывает в мозг и заставляет его об этом думать. Когда он об этом думает, он начинает об этом говорить, и он начинает это чувствовать. В свою очередь он начинает излучать разрушительную волну, разрушительную энергию, исходящую от него. Эта волна мгновенно, как квантовая частица, она состоит из квантовых частиц, цепляет семью, которая сидит за столом, и активизирует у них этот процесс разрушения.
Вот это уже говорится о том, что человек уже находится в процессе безумия. Он не может собой управлять. Он не может управлять своей агрессией. Он с чем-то не согласен, он постоянно спорит, он постоянно кого-то учит, он постоянно кому-то доказывает, отстаивает свою позицию, хотя никто с ним старается не спорить, никто не трогает, но он сам вызывается на этот конфликт. Вот это уже безумный человек. Это человек, который уже психически нездоровый человек. Но такие люди этого не понимают. Они не осознают этого, но это не конец, друзья мои. Вот это психоэмоциональное разрушительное состояние доводит человека до такого внутреннего ужаса, что он перестает спать. Он перестает правильно думать. Он перестает делать правильные решения, он постоянно ошибается. Эти ошибочные решения приводят его к краху жизненному, от чего он еще больше разрушает себя и мир вокруг себя. Посмотрите, друзья мои, а разве не так живет большинство людей? Просто посмотрите сейчас на свои семьи. Обратите внимание на семьи других ваших знакомых, близких. Именно так они и живут. И никто из этих людей, находясь в безумном состоянии, не осознает этого безумия. Никто. Никто. А даже если вы им скажете об этом, они с вами не согласятся. Они скажут, что вы какой-то мистик или какой-то сумасшедший и так далее, и так далее. Это неудовлетворенные люди по жизни. Они недовольны другими, они недовольны своим внутренним состоянием. Их эго постоянно за что-то цепляется, к их внешним данным, к данным, которые окружают человеком. Их что-то не устраивает на работе, в социуме и так далее, и так далее. Вот это и есть это безумие. Безумие безумных. Берегите себя, друзья мои. Ой, берегите себя. Держите внутреннее нужное состояние. Станьте другими. Осознайте сейчас эту серьезную проблему, ведь это не конец. Это только первые результаты квантового перехода. Второй этап будет еще сложнее. Завершающий этап переведет эту планету в 5-е измерение, где еще время ускорится и процессы вместе со временем. И человечество, то человечество, которое останется эволюционировать на этой планете, оно вынуждено будет научиться жить по новым законам планеты. Благодарю вас. Следующий вопрос. Алена из Винницы спрашивает. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что происходит с организмом на физическом плане во время квантового перехода? Могу сказать, что многие процессы меняют человека. Вообще сам физический организм человека изменился. Тела человеческие утончились и будут утончаться еще больше. Это первое. Второе. Человеческие тела, их тонкие тела, астральное тело засветилось излучениями, теми излучениями, которые люди чувствуют внутри себя. То есть люди стали светиться определенным излучением своего внутреннего состояния. Химические процессы в ЖКТ активизировались и создали совершенно другую питательную среду, питательную структуру. Если раньше ваши клетки вырабатывали энергию в митохондриях и питались этой энергией, то сейчас ученые говорят о том, что они не вырабатывают этой энергии, они получают эту энергию и просто передают. То есть они изменили процесс своей работы. Также изменился мозг человека, изменилось даже видение мира, физическое зрение человека также изменилось. Многие люди сейчас видят, как на физическом уровне, как мир находится в таком туманном состоянии, как расплывается. Иногда люди чувствуют вот это расплывчатое состояние мира. Вот это говорится о том, что мир физически уходит, а проявляется более тонкий план, эфирный план,
в котором живет уже эта планета. Эта планета, она на первом этаже тонкого плана, на первом этаже эфирного состояния жизни. Это говорится о том, что будут и другие этажи, и планета, и человечество также будут меняться и повышать свои вибрации, и мир дальше продолжит свой процесс изменений. Ученые, которые занимаются изучением мозга, говорят о том, что участки мозга, которые ранее были не задействованы, сейчас стали более активными. То есть человек пробуждает в себе новые возможности, новые состояния. Люди стали более чувствительными друг к другу, они научились предчувствовать ситуации, они даже научились предвидеть. Все те процессы, которые меняют человека на физическом уровне, вызваны тем, что частицы, которая является частицей водорода протон, она изменилась и уменьшилась, и стала более активной в процессе движения. А это четвертое измерение, это пространство, которое создает новую реальность. Ведь на этой планете существует 7 измерений, и планета просто проходит очередное из этих измерений. Четвертое измерение является переходным. Задача планеты и задача космоса – перевести эту планету в 5-е измерение. Это более развитое плазменно-эфирное состояние, которое развернет новую реальность этой планеты. А это, в свою очередь, и создаст новые технологии, а это, в свою очередь, и создаст новые процессы жизни и реальности. Но есть большое «но». Планета в данный момент настолько отравлена химическими продуктами питания, что эти химические продукты питания тоже влияют и воздействуют на эту перестройку внутреннего организма. То есть они стали очень ядовитыми и создают определенное ядовитое состояние. Но ученые-ядерщики физики говорят вот о чем. Уран – это частица, которая создает радиоактивное состояние на планете, в организме человека и так далее, и так далее. А раньше для того, чтобы уран пришел в распад, ему необходимо было 235 лет. Сейчас уран приходит в распад за 2,5 года. То есть космос способствует тому, чтобы очистить человечество. Он способствует тому, чтобы видоизменить человека. Но человек упорно делает все, чтобы себя травить. Пьют, курят, массово употребляют алкоголь, наркотики, грязную еду едят, то, что их убивает, мясо и генно-модифицированные продукты питания. То есть человек сам себя хоронит своими же руками и не понимает этого, и не соглашается. Многие просто готовы воевать, даже воевать, отстаивая свою безумную разрушающую позицию. Разве не так? Это правда, друзья мои, и не поспоришь. Это правда. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Валентина из Чернигова спрашивает, сколько по времени будет длиться квантовый переход? Этот процесс растянут во времени. Я могу сказать, что в 2036 году, так мне дадена информация, 10 лет назад я получила информацию о том, что будет происходить. Как я вам уже сегодня говорила, я говорила об этом человечеству, многим людям, но не все в это поверили. А сейчас мы уже имеем результат всего этого. И вот в 2036 году это должно завершиться, и планета должна пройти все эти этапы, подняться, очиститься и начать новый процесс жизни и реальности. Друзья мои, вы посмотрите, как планета старается это сделать. Вот если вы посмотрите сейчас статистику катастроф на планете, вы ужаснетесь. Вы ужаснетесь, друзья мои, 600 действующих вулканов сейчас. Представляете, на планете, вот-вот готовые проснуться и взорвать эту планету. Такое количество землетрясений, наводнений, разрушений, такое сейчас творится, такой процесс разрушения.
Планета очищается через эти разрушения. Невозможно создать новое, не разрушив старого. Посмотрите, какое количество заболеваний, как люди сейчас болеют. Практически все люди больны. Они болеют сами и инфицируют этими болезнями других людей. Разве это не очищение? Планета очищается от зла, от агрессии. Она очищается от безумия, от непонимания. И люди, которые отказываются в это верить, отказываются работать над собой, над своей жизнью, отказываются взять ответственность за свою жизнь, они завершают процесс эволюции. Они должны это осознать, очнуться, проснуться и как можно быстрее заняться своим развитием. Благодарю вас. Следующий вопрос. Павел, Днепр. Наталья Владимировна, как быть, если я прихожу в гости к очень близким друзьям, но они на такие темы не особо общаются и не интересуются? А если я пытаюсь заговорить с ними на такие темы, разговор заканчивается, не продолжается? Никак не быть. Сидите себе тихонько, сидите себе молча. И я сижу тихонько, когда я прихожу к таким людям. И я ни о чем не рассказываю. Говорить нужно тогда, когда вас готовы слушать. Когда у вас спросят, вот тогда и ответьте. Поэтому и мои родственники смотрят на меня с удивлением. Я молчу, а что мне остается делать? Я молчу, но я живу другую жизнь. Я живу не такую жизнь, как живут они. Да, это правда. У меня тоже есть родственники, у меня тоже есть знакомые. Я также живу среди вас. Я также вижу все то, что видите вы. Но, вы знаете, меня это особо не расстраивает. Это их выбор. Я принимаю их выбор. Я уважаю их выбор. Да, жаль, что они сделали именно такой выбор. Но, может быть, время не пришло их. Может быть, не пришли еще те потрясения и проблемы, которые могли бы их пробудить ото сна, в котором они находятся. И если вы почитаете Урантию, 4 главу «Жизнь и учение Иисуса», вы увидите, что и его это коснулось. Его семья его не понимала. На определенном этапе своей жизни он даже оставил свою семью. И он так и сказал: если в вашей семье есть кто-то, кто препятствует развитию вашей души, оставьте такую семью так, как это сделал я. Это слова Христа, друзья мои. Поэтому, вот так вот, да, бывает вот так вот. Знаете, вы лучше личным собственным опытом покажите, как нужно правильно жить. Да, таких людей, о которых вы сейчас говорите, их большинство на планете. И нам, пробудившимся, осознанным людям, не просто адаптироваться к этому обществу, обществу безумия, обществу непонимания, обществу самоуничтожения. Очень сложно. Но ведь духовный человек, он должен быть сильным, устойчивым, он должен контролировать себя, свои мысли и эмоциями. И желать таким людям нужно только добра, принимая их жизненную позицию. Не спорьте с ними, ничего им не доказывайте. Знайте, не пришло их время. А может быть, оно и не на этой планете у них придет. Может быть, их задачи совершенно другие, раз они сделали именно такой выбор. Благодарю вас. Следующий вопрос. Наташа, Днепр, спрашивает: а влияет ли эго на сны? Да, Наташенька, влияет эго на сны. Когда человек засыпает, он перемещается в тонкое измерение, в подсознание, а эго напрямую работает с подсознанием человека. Поэтому на определенном этапе духовного развития я учу вас работать со своим подсознанием. Вам нужно научиться управлять своим подсознанием и эгоистическим состоянием на уровне подсознания, в котором вы тоже проводите часть своей жизни. Да, оно влияет. Благодарю.
Следующий вопрос Валентина, Одесса. Сколько времени есть еще для включения в процесс перехода для тех, кто пока не владеет этой информацией, но потенциально готов к эволюционному развитию? Друзья мои, вы меня ставите к стенке. Сколько времени? Вот вынь да положь. Ну вот как вот? Я не могу сказать. У каждого ведь время, даже по-своему течет время у каждого человека. Кому-то, может быть, день нужен, кому-то 2, кому-то год, кому-то жизни нужны. Если вы говорите о том, что есть потенциал, это говорится о том, что человек может прийти в новую эпоху, родиться, получить духовных родителей и поднять свой уровень потенциала, развить свой уровень потенциала до нужного состояния и продолжить этап эволюции. На такой вопрос, как вы мне задали, нужно отвечать конкретно, разбирая того или другого человека, то есть понимая этого человека и видя его состояние жизни, видя его чувствование, мысли и его эволюционный этап. Вот можно ответить точно. А пока в общем, в общем могу сказать, что еще немножко времени есть. Но если вы увидите, что с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом этот процесс будет ускоряться, и процесс трудностей тоже будет усиливаться, то есть каждый человек, испытывающий процесс разрушения, будет все быстрее и быстрее это разрушение получать в жизни. Вот мне вот этого жаль, что вы будете страдать, понимаете? Люди, которые не поняли, не осознали, не занялись собой, вы сами себе будете делать горе. То есть вы сами себя будете ввергать в эти процессы разрушения. Вот этого жаль. Мне не хочется, чтобы вы страдали. Жизнь прекрасна, мир прекрасен, все прекрасно, и жить нужно прекрасно, и вы могли бы это сделать, если бы вы хотя бы сейчас начали работу над собой, над своими мыслями, поняли природу своего эго, вот поняли и научились этим управлять, вот тогда бы вам бы всем было намного легче. Займитесь этим, услышьте меня хотя бы сейчас, ведь говорила же раньше. Говорила, многие отнеслись к этому настолько несерьезно, что посчитали, что это ерунда какая-то. А вот теперь оно все есть, то, о чем я говорила. Все пришло в жизнь, друзья мои. Но помните, что бывают точки невозврата. Поэтому не ставьте меня к стенке, спрашивая, сколько осталось, сколько по времени. Для каждого это время будет своим. Благодарю вас. Следующий вопрос. Анастасия, Алтайский край. Скажите, пожалуйста, почему раньше, 20-30 лет назад, люди были добрее, воспитаннее, уравновешеннее? Они несли свет, помогали друг другу. Ведь человек эволюционирует, а не деградирует. Хороший вопрос вы задали. И если вы думаете, что я об этом не думаю, вы ошибаетесь. Я думаю об этом очень много. Ну, если вы сравните человечество 20-30 лет тому назад, была идея. Была идея коммунизма, достичь прекрасной жизни. Все люди ради этого, для этого трудились. Все устремлялись. Вы открывали газету, накопали столько, насеяли столько, собрали столько. В следующем году будет еще больше. Теперь сейчас откройте газету, включите телевизор, и что вы услышите? Ну, может быть, у вас там еще не так серьезно это и остро стоит, но если вы посмотрите мировые новости, то вы увидите, там сгорело, там пропало, там украли, там убили, там такая катастрофа, погибло столько людей, такая катастрофа погибла, там обрушилось, там землетрясение, то есть один негатив. Как вы думаете? Это влияет на сознание людей и общества. Это формирует даже социум. Это формирует коллективное сознание, который потом каждый, подключившись к этому сознанию, почитав эти новости, создает определенное внутреннее состояние. Это внутреннее состояние создает энергетический потенциал внутри. Этим разрушительным потенциалом питается эта эгоистическая субстанция ума в человеческом организме.
Вот мы и имеем с вами все то, что имеем. Запомните, друзья мои, победить идею можно только другой идеей. Какую сейчас нужно иметь идею для того, чтобы человечество стало жить по-другому, радостно, счастливо, то, о чем вы сейчас вспоминаете. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, что пришло то время, когда нужно создать новую идею. И знаете, какая идея может спасти это человечество и всю планету? Это идея объединения, не разделения и властвования, а единства со всем и с каждым, где каждый человек будет жить жизнь на созидание, процветание другого человека. Вот такую нужно внедрить идею. Нужно научить людей и показать им, что это единственный способ, который спасет эту планету и их также в этом планетарном уровне эволюции. Необходимо, чтобы каждый человек начал относиться к другим людям так, как он хочет, чтобы относились к нему. Нужно сделать так обществу, чтобы это остались не просто слова, ведь все об этом знают, но знают просто как слова, но не делают. А нужно помочь человеку, научить человеков этой планеты действовать так, делать так, стать созидателем на этой планете, а не разрушителем, или же только пользоваться всеми другими людьми. Вы говорите о том, что общество было другим. Хотите, я вам скажу, что я видела, будучи ребенком? Тогда я была, не ребенком, но взрослым человеком, а еще раньше, лет 40 назад, я была ребенком, и я видела, как люди, они проявляли себя по-другому, как люди внутри были одни, а показывали себя совершенно другими. Потому что коммунистическая партия бывшего Советского Союза говорила о том, что нужно помогать другим людям. Если ты преуспел, ты должен помочь другому, тому человеку, который не может преуспеть. Ты должен помочь человеку устроиться на работу. Человек должен работать, трудиться на благо страны, на благо Родины, на благо человечества. Прекрасная идея. Сейчас это все потеряно. Сейчас каждый за себя. Но вы знаете, когда эти люди, взрослые люди того времени, это люди, которые окружали меня, когда я смотрела на их беседы, я была очень наблюдательна в детстве, и я видела их лживость. Я видела, что они говорят так, допустим, да, как их учит партия того времени, хотя на самом деле они думают совершенно по-другому. Я это видела. Я видела их мысли. Мне даже иногда хотелось сказать им: зачем вы так говорите? Зачем вы обманываете? Ведь думаете-то вы совершенно по-другому. Ведь мнение-то у вас совершенно не такое, как вы сейчас озвучили. Мне так хотелось им сказать. Но я боялась, что меня родители за это наругают, за то, что я вмешиваюсь в взрослые разговоры, поэтому я тихонечко просто наблюдала. Но я видела, что люди внутренне двойственны. Они не такие на самом деле, как они о себе заявляют. Они другие. И так оно и было. А сейчас, моя дорогая Анастасия, просто пришло время, когда человек может проявить себя таким, каков он есть. И ему даже ничего за это не будет. Его партия в тюрьму не посадит, не накажет, с работы не уволят. То есть никакого наказания он за это не понесет. Поэтому каждый сейчас проявляет себя именно таким, каков он есть в действительности. Людям дали мнимую свободу для того, чтобы каждый проявил себя таким, каков он есть. Вот и проявляют теперь. Вот и видим мы с вами теперь то, что мы видим. Но мы должны сделать все, чтобы помочь этим людям. Им надо помочь. Они нуждаются в помощи, они заблуждаются и не понимают своих заблуждений. Они погибают. А наша задача – сделать все, чтобы спасти их. И само время сейчас показывает этим двойственным людям их ошибки, их заблуждения.
Понимаете, мои хорошие? Да, мне жаль тоже, что все так, как есть, но я верю в лучшее. Я буду делать все, чтобы людям легче жилось. Благодарю вас. В продолжении этого интересного вопроса и очень хорошего ответа не могу не прочитать поступивший мне вопрос по телефону. Не знаю, кто пишет, эта смс-ка пришла, человек смотрел нашу передачу. Вот такой вопрос. Наталья Владимировна, осуществился ли приход утешителя Духа истины, сказанное Иисусом? И второе. Полезна ли смесь сыроватки с чесноком? Ой, ну да про сыроватку. Чеснок это замечательно, если у вас нет гастрита и проблем с ЖКТ. Вот, это хорошо, особенно сейчас молодой чесночок, вот старайтесь кушать, там много витаминов и нужных элементов для организма. Сыворотка, это если она домашняя, это тоже хорошо, она восстанавливает желудочно-кишечный баланс, флору в кишечнике. Там нужные кислоты и бактерии, которые необходимы для пищеварительного тракта вашего организма. А в отношении утешителя Духа истины, так он еще снизошел, когда Иисус воскрес здесь 9 апреля 30 года в 4 часа утра он появился на этой планете вместе с энергией, которая называется Дух истины. Это энергия. Она была рассеяна по всей планете, и эта энергия установила прямую связь с этой величайшей личностью. Поэтому он до сих пор сейчас вот своей энергией, ну вот скажем, во всяком случае через Дух истины, Иисус Христос, как вы его знаете, он знает обо всем, что происходит на этой планете. Друзья мои, вы коснулись такой интересной темы духовных личностей, энергии. В частности, это энергии. Разные энергии, высокочастотные, высоковибрационные, духовные энергии. Но на этой планете не только эта энергия Духа истины. Хотя только планеты, на которых эволюционировал Сын-Создатель, имеют эту энергетику. Другие планеты в Солнечной системе, во всей Вселенной не имеют этой энергии. Эта энергия подталкивает человечество к эволюции, к поиску истины, разобраться, найти правду, истину и этим воспользоваться для своего эволюционного этапа и процесса. Вот что такое Дух истины. Это энергия, которая создает внутри вас желание искать истину, открывать истину, желание учиться, развиваться, познавать. Вот что такое Дух истины. Но энергии на этой планете очень много, и помощников у вас в этом процессе, в процессе вашей эволюции тоже очень много. На планете присутствуют промежуточные существа, на планете присутствуют инопланетные существа, на планете присутствуют инопланетные серафимы, которые берегут всех вас и участвуют в процессах. На планете есть те, которые управляют физическими частицами энергии, которые управляют энергией эфира, плазмы, которые управляют энергетическими полями этой планеты, вибрациями, радиацией этой планеты, не только этой планеты, всей Солнечной системы. То есть космос – это живой организм, в котором участвует огромное количество личностей. Вы называете их духовными существами. Благодарю вас. Следующее, я, наверное, их объединю в группу вопросов. Это вопросы конкретные, личные, наверное, даже. Ну, звонила женщина до начала передачи, рассказывала, что ее мама очень много болеет. Из Винницы, женщина Ирина. Ее они лечат уже много лет, но ничего не помогает. Может ли в процессе квантового перехода что-то измениться? И, наверное, очень похожий вопрос задает Лайма из Швеции. Она спрашивает, есть возможность как-то помочь безумному члену семьи? Ну, я начну с первого вопроса.
Как я вам уже говорила о том, что химическая реакция человека изменилась, и препараты, которые медики назначают больным, они перестали работать так, как работали раньше, потому что ДНК изменилась человека, и химическая реакция в расщепление всего того, что вы принимаете внутрь организма, этот процесс химический тоже изменился, пространство изменилось. Поэтому сейчас пришло новое время. Сейчас, друзья мои, вступает в новый процесс лечения, это биорезонансное излучение. Излучение, воздействие, волновое воздействие. Поэтому сейчас все больше и больше появляется приборов волновых, приборов, которые измеряют энергетику человека, его вибрации, его импульсы, и приборов, которые волной точечно воздействуют на органы человека, восстанавливая. И со временем медицина откажется от препаратов, потому что препараты в данный момент только убивают человека. Но ученые пришли к выводу, что препараты, которыми лечат онкобольных, это препараты, имеющие процесс разрушения даже нейронного состояния головного мозга, убивают нейроны головы. Представьте, даже нейроны. Вот химиотерапия, которую назначают против онкологии, она убивает нейроны головы. Но это о чем говорит? О том, что человека просто убивают. Вот, да? Хотя все было создано с целью помощи человеку. В данный момент это убийственная сила для человека. И в свою очередь те же медики, ученые создают новые приборы волнового воздействия, волнового излучения, которые восстанавливают даже молекулу ДНК. И работают эти приборы за счет волны света, которая несет в себе энергию и информацию и точечно воздействует на ДНК и на структуру органа человека. И в течение очень короткого промежутка времени, проводя такие сеансы, люди восстанавливаются. Это медицина будущего. Со временем препаратов, таблеток не будет. Люди перейдут на лечение волновым способом, ультракрасным, инфракрасным, инфрафиолетовым и так далее. То есть это будут новые медицинские приборы. Они уже появились, и они уже проводят свой процесс работы. И, кстати, очень точечно ставятся диагнозы. В нашем центре работает диагност, который диагностирует такой диагностикой. И потом люди, которые не верят в это, ФОМ очень много, которые не верят в это, они идут в больницу, сдают анализы, и им медики полностью подтверждают все диагнозы, которые диагностировал диагност биорезонансной современной диагностикой. Вот здесь очень важно диагностировать современной диагностикой. Вот это самое важное. Поэтому это медицина будущего. Лайма, я знаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Что я могу вам сказать? Мне жаль, что это так. Мне очень жаль. Мне очень жаль, но это был ваш выбор. Ведь ничего в жизни не происходит случайного. Вы выбрали этого человека. Вы связали с ним жизнь по определенным причинам. То есть никто вам не навязывал. Вы сами это сделали. И теперь сами имеете то, что вы имеете. Мне очень жаль. И если бы я могла это сделать, я бы все сделала для вашего счастья. Но я понимаю, что вашу жизнь за вас я не смогу прожить. Это же ваша жизнь, это ваши процессы. И когда вы ко мне приезжаете, я все и делаю для того, чтобы помочь вам. Но есть другие люди, которые рядом с вами, и поменять их мозги, вытащить их мозги и вставить другие, я не могу. Ну вы согласитесь же со мной. Я никому не могу этого сделать. Я даже не могу в мыслях этого сделать, потому что есть выбор человека, свобода воли, право выбора. И если человек катится в пропасть усердно, целенаправленно, я должна ему позволить это сделать. Сейчас многие катятся в пропасть, не понимая и не осознавая.
И в большей степени к этой пропасти их приводит жадность. Так и скажите тому человеку, о котором вы у меня сейчас спрашиваете, а я знаю, о ком вы спрашиваете. Жадность стала самым большим пороком и проклятием для этого человека. Счастья вам и любви. Держитесь, крепитесь. Благодарю вас. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Татьяна Анисимова, Харьков. Насколько опасно излучение 5G телефонной сети? Возможно ли от него защититься и защитить детей? Ну, Татьяна, сразу скажу, что как 5G, так и 4G, так и 3G, и просто G – это все очень вредные излучения. Поэтому защититься от них можно. Это маленькие микроволновые печи, которые вы носите возле себя. Наталья Владимировна расскажет подробнее. Ну, наверное, я большего не скажу, нежели та информация, которая существует сейчас повсеместно. Все люди знают, что телефоны и вообще оборудование, которое сейчас есть, многое, большинство интернет, это все то, что разрушает человеческий мозг, а здесь, в свою очередь, за собой тянет процесс разрушения всего организма. Это действительно облучение. Но мир новых технологий, и за все нужно платить, за эти технологии тоже нужно платить. Хотя, если бы человечество повели по правильному пути, и сейчас активизировались сверхспособности, сверхвозможности людям, то людям не нужны были бы телефоны, и в будущем телефонов не будет. Люди будут телепатически на любое расстояние передавать друг другу информацию. Это в будущем, друзья мои, и очень скоро это придет в жизнь. Вы сейчас уже можете увидеть, только подумали о ком-то или что-то подумали, этот человек тут же вам звонит, или пришел к вам и как раз об этом и говорит. То есть вы сейчас уже своим мозгом, задействуя энергию эфира, можете посылать точечно сильные энергетические ментальные импульсы, которые тут же мгновенно улавливаются теми людьми, кому вы посылаете этот импульс. Ну а гаджеты, о которых вы спрашиваете, да, это оружие, которое уничтожает человечество. Вы знаете, сейчас столько всего создали, что убивает людей, что, наверное, говорить еще о гаджетах, это просто еще о них и говорить, потому что питание, ментальный процесс, потеряны ценности и качества, потеряна ответственность человека. У многих людей даже нет мыслей о будущем, то есть все потеряно в этом мире. Нет новой идеи, которая могла бы возродить человечество. Нет в обществе. Вот только мы в своих центрах создаем эту идею, создаем это новое общество. И обратите внимание на то, как эти люди, приходящие к нам, как они меняются. У них меняется позиция жизни, у них меняется отношение друг к другу, отношение к своим близким. Обратите внимание, вот даже ученики, а в большей степени эти вопросы все задают мои ученики. Обратите внимание, о чем они спрашивают. Они спрашивают о том, как еще помочь другим людям. Вот они это знают, они это умеют, но как близким, родственникам, как помочь, как поменять их ментальное состояние, как помочь им в их жизни. Обратите внимание, какими стали эти люди. То есть они уже не о себе заботятся, а заботятся о людях, которые их окружают. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы создаем новых людей, мы создаем новую мораль, мы сеем добро и свет человечеству. А это, в свою очередь, создает новое сознание людей, новое понимание, новое представление жизни. Те взрослые люди, которые у нас сейчас учатся, передают эти знания своим детям. И уже детей и внуков воспитывают правильно. Те, в свою очередь, воспитают правильно. Таким образом, мы создадим новое общество на этой планете, общество, которое откажется от гаджетов, которое создаст новую реальность, новую жизнь, прекрасную жизнь на этой планете. Я знаю, что это будет. Знаю.
мы пройдем эти трудности, мы переживем это все. Нам только нужно сплотиться вместе, не разрушать друг друга, прощать друг друга. Даже если кто-то споткнулся, ошибся, даже если, вот закончив курс, и он споткнулся и ошибся, простить нужно относиться вот с пониманием, с точечным пониманием. Ну, было, да и было. Ну, оступился человек. Ничего, самое главное, что осознал, изменился и действует дальше. А может быть, ему и нужно было это падение. Ведь прощение – это основа нашей морали и жизни. Берегите себя, старайтесь поменьше себя облучать этими гаджетами. Открывайте сверхвозможности, и вам не нужны будут телефоны. Благодарю вас. Я в продолжении этого вопроса не могу удержаться не рассказать, что буквально на прошлой неделе Нью-Йорк Таймс опубликовала такую сенсационную статью для Америки о том, что в современном обществе сейчас пользоваться гаджетами – это прерогатива бедных людей. Что люди состоятельные теперь предпочитают общаться вживую. Они не используют различные интернет-тренинги, они нанимают репетиторов, они посещают какие-то курсы, они ходят к каким-то учителям, к мастерам, то есть они уходят от использования мобильных средств связи в моментах общения между собой. Я считаю, что это очень хорошая тенденция. И у нас следующий вопрос. Лиля из Винницы спрашивает: Наталья Владимировна, насколько пчелы помогают в квантовом переходе, если слушать их звуковые волны? Знаю, что их звук лечит психические расстройства. Я соглашусь с вами. Это такое вот маленький такой жучок, такое создание Божье, которое даже использует космические знания для того, чтобы строить свою жизнь. Ведь они создают эти соты шестигранными, а структура кристалла воды, чистого состояния воды, также имеет кристаллическую шестигранную решетку. Шестигранное сакральный такой процесс дает возможности проявиться природе космоса. Вообще, что такое шестиконечная звезда, шестигранник? Это символ триединства Бога и человека. Это божественная энергия, проявленная на физическом уровне. Так еще можно расшифровать. И вот эти маленькие камахи, они каким-то образом знают, как нужно выстраивать эти соты. Они как запрограммированы. И, конечно же, у них есть вибрации, их жужжание, вибрации воздействует своим силовым полем на вибрации мозга и способствует восстанавливанию психики. Но если вы будете пользоваться только пчелами и не работать над собой, я не думаю, что они смогут сыграть в вашей жизни большую роль. Все-таки жить же, спать вы не можете с пчелами. Все-таки вам нужно каждую минутку научиться управлять собой, своими вибрациями мыслей, своими эмоциями и изменить отношение к жизни, отношение к себе, отношение к людям. То есть надо начать работу над собой. Благодарю вас. Алексей, Днепр, спрашивает: квантовый переход даст возможность использовать альтернативные источники энергии. Сможем мы уйти от гидростанций, газа, бензина и так далее? Давно я вас не слышала, не видела давно уже вас. Рада вашему вопросу. Конечно же, сможем. И уже сейчас ученые учатся, научились уже даже, скажу вам так, только не расширяют так эти новые технологии. Они научились пользоваться плазменной энергией, эфирной энергией. И уже созданы сейчас двигатели, которые работают на эфирной энергии. А так как планета перешла в эфирное состояние жизни,
и ускоряется этот процесс, то скоро эта эфирная энергия станет основой, энергетической основой для всей техники. И я вам скажу больше. Скоро человечество не будет перемещаться по земле, большинство людей будут перемещаться по воздуху. Могу сказать вам, что нефть и бензин как таковой станет ненужным. Новые технологии дадут новый процесс эволюции и развития. Вообще, друзья мои, как бы те, которые всем этим правят, не удерживали этот процесс, уже удержать невозможно. Просто невозможно. Сам космос способствует новшествам, новым технологиям, новым возможностям, которые будут не уничтожать человечество, а созидать его и развивать. Благодарю вас. Следующий вопрос. Наташа из Винницы спрашивает. Добрый вечер. Если просят финансовую помощь при онкологии, а это есть в большинстве случаев химиотерапия, что и убивает человека, как правильно помочь? Ну, дорогие друзья, сложный вопрос. Конечно, давать человеку деньги на то, чтобы его убили, наверное, это неправильно. И я думаю, что вы все со мной согласитесь. Дайте совет, дайте рекомендацию, дайте человеку понимание, что онкология – это его внутреннее состояние, это его страхи, это его неправильные мысли, это его жадность, это его обиды, это его процесс разрушения. Вот что такое онкология. Это первое. А второе, действительно ли там эта онкология? Сейчас любое образование, врачи сразу, онкология. А может и не онкология, а может быть эхинококковая инфекция, которая создала этот пузырь, капсулу, внутри которой живут эти паразиты. А может быть это скрутившийся вот в такую вот, в такой бублик паразит, который там сидит, оброс оболочкой и питается жидкостью этой оболочки. А может быть и это. Ведь медики же, хирурги сами говорят о том, что если мы удаляем такое образование, они никогда не говорят о том, что это именно было паразитарное образование. Они говорят, что да, это была опухоль, да, вот не злокачественная, но это была опухоль, да. Это секрет, это тайна, медицинская тайна, которую запрещено им распространять. И ни один хирург не скажет, что там был клубок глистов. Ни один не скажет. Друзья мои, ну будьте умненькими, будьте зрячими. Не верьте сразу тому, что вам говорят. Проверьте этот диагноз. Действительно ли это этот диагноз? А может, там и не этот диагноз. Сколько ко мне приходит людей, у которых нет этого диагноза. Там есть диагноз, но не тот, который вынуждает человека пройти химиотерапию, облучение и так далее. А это действительно убийство для человека. Это ты сам себе подписываешь смертный приговор. Кстати, ты действительно его подписываешь. Врачебная практика снимает с себя всяческую ответственность. Вы даже подписываете документ, что вы не имеете никаких претензий. Вот как. Вот что же это за лечение, где врач, который обязан отвечать за вашу жизнь, тут же снимает с себя эту ответственность. И вы даже подписываетесь под этим, вы даже с этим соглашаетесь. Видите, какое заблуждение. Я думаю, что я перед вами Америку не открыла, вы многие об этом знаете. Друзья мои, включитесь в осознанную жизнь. Не верьте сразу тому, что говорят. Вас могут специально запугивать, и многие так и делают. Прощайте этих людей, но будьте бдительны, будьте осознанны. И в большей степени сейчас это могут быть паразиты. Я совсем недавно смотрела передачу, где показывали то, что создали сейчас новый вид паразитов, которые создают как бы якобы онкоопухоли. То есть это такие
черви, которые создают такие внутренние образования и живут внутри этих образований. Ученые даже сейчас еще не могут понять природу этого всего. То есть они говорят, что раньше такого не было. Это или же человеком было создано, или же непонятно, как это у человека появилось. Что это такое даже? А медики недальновидные, не понимающие этого, сразу ставят диагноз онкология. А может быть, там и нет этой онкологии. Не спешите, мои хорошие. Будьте бдительными. А даже если и онкология, тоже можно изменить. Сколько у нас учеников, которые имели этот диагноз. Сейчас это здоровые люди. Сколько таких учеников. Посмотрите на их опыт жизненный. Они избавились, они смогли, они сумели. Значит, и вы сумеете. Расскажите этим людям, что есть другой путь избавления от этого страшного заболевания. Оно вызывает панику у человека, когда они слышат это. Друзья мои, первое, не бойтесь этого. Помните, онкомаркеры есть у всех людей. Живите жизнь так, чтобы не делать их активными, и у вас не будет никакой онкологии. Не жадничайте, не завидуйте, не злитесь, не проклинайте. Живите добрые жизни, станьте добрыми, и никакой онкологии бояться не надо. Благодарю вас. Следующий вопрос. Город Ровно, Марина. Помогает ли молитва за другого человека в улучшении его дел? Или это просто трата энергии? Ведь если для этого человека предстоит проходить свой путь, разве моя молитва в силах менять этот путь? Или следует молиться только для себя? Мариночка, молитва всегда помогает, но, конечно же, она будет временна. Молитва– это вибрационный импульс, который вы посылаете в информационное поле того человека, о котором вы молитесь. Но если этот человек не соответствует этим вибрациям и не соответствует этому чистому состоянию, эта молитва чуть-чуть ему поможет, и на этом все. Ему самому нужно и молиться, и работать над своими мыслями, над своим внутренним состоянием. Сильнее молитвы есть медитация с высшими вибрациями и энергиями. Есть, друзья мои, сила на планете, практики, которые управляют этой силой. Первая ступень, я уже вас учу в работе с этой силой, с этими механизмами, где вы меняете даже ДНК свою, даже работу ваших клеток меняете. Вот эта сила, которая управляет природой, это сила, которая управляет жизнью, эта сила и есть жизнь. Так вот, если бы люди все это знали и были обучены этому, и применяли это в своих жизнях, сейчас мир бы жил бы по-другому. Не было бы ни войн, ни горя, ни болезней, ни печали. Райская жизнь была бы на земле. Благодарю вас. Будем завершать уже. Будем заканчивать. Последний вопрос такой, как раз на завершение, и будем заканчивать. Павел, Днепр, такой вопрос. Если отбросить весь негатив нашего социума, который затягивает человека, то какова цель человека в квантовом переходе? Прекрасный вопрос. Действительно, в завершение. Конечная цель человека в квантовом переходе – поднять свои вибрации к 5-му измерению, создать внутреннее новое энергетическое высокое состояние высоких вибраций, адаптировать к этим высоким вибрациям свой физический организм, активизировать процесс мышления, научиться управлять своими мыслями и эмоциями и, в свою очередь, научившись делать все это, изменить мир к лучшему. Вот цель квантового перехода – сделать жизнь лучше, сделать жизнь краше, сделать жизнь созидательной, потому что вам нужно понять, если на этой планете происходят процессы разрушения, то эти процессы разрушения касаются и других планет. От разрушения этой планеты страдают и другие планеты более развитые.
Это так, друзья мои, ведь космос – это одна семья, и ничто в космосе не раздельно, все едино, энергетически все связано друг с другом. Нет предметов, нет людей, нет состояний, нет событий, которые не были бы связаны со всем. Все есть все. Из ничто рождается все, и это все едино. И квантовый переход, он необходим, и он будет еще не один на этой планете. И будут этапы квантового перехода, которые просеют человечество, покинут эту планету разрушители, которые не созидали этот мир, а разрушали. А останутся только те, и родятся новые те, которые будут созидать весь космос, не только себя в этой жизни. Я желаю вам всем осознанности. Я желаю, чтобы вы приучили себя соответствовать этому новому состоянию жизни. Я желаю вам, чтобы все мои рекомендации, которые я вам сегодня даю вам на курсах, вы научились применять в своей жизни, чтобы вы сделали свои жизни такими, как эти законы, созвучными с этими законами. Тогда я могу сказать вам с полной ответственностью и уверенностью, ваши жизни будут созидательны и прекрасны. Не бойтесь квантового перехода. Наоборот, благодарите космос за то, что это есть. Иначе так и пропадало бы человечество в хамстве, в ненависти и в агрессии. Сейчас оно пройдет этот этап, и жизнь расцветет, как Эдемский сад на этой прекрасной, душистой, многогранной и многообразной планете. Счастья вам, друзья мои, хорошего вечера, хорошей ночи, прекрасной жизни на все эпохи и все века. Люблю вас. До новых встреч!